Если однажды Эрнест Хемингуэй спросит меня о том, охуел ли я ему отвечу: да, я охуел. Ну а чё ты мне сделаешь? Я же в другом городе живу. По-моему, люди уже давно-давно должны были понять, что у меня есть своя личная жизнь, свои дела, свои личные потребности какие-то. На ролики у меня просто нету времени. Я не буду никак оправдываться на этот счет. Если хотите, пожалуйста, можете отписываться. Ролики все равно и так редко выходят, стримы также редко проводятся, поэтому канал и так уже мертвый сам по себе. Ну а если вы решили все же остаться и посмотреть данный ролик, то желаю вам приятного просмотра. Итак, давайте начнем с самого начала. Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Апти, и сегодня я бы хотел поговорить про такую замечательную игру, как Silent Hill 2. Мое знакомство с серией началось с того, что мне не во что было поиграть. Да, знаю, звучит тупо и довольно странно, но в тот момент у меня было депрессивное настроение. Играть мне совершенно ни во что не хотелось, и все игры были скучными. И хоть как-то от депрессии мне помогал Ведьмак 3. Не знаю почему он, но вот просто я кайфовал, когда играл в него. После того, как я прошел 3-го Ведьмака, я не знал, во что можно было поиграть. Выбор, в принципе, был богатым, и часто на слуху я слышал про такую игру, как Silent Hill. Честно говоря, поначалу я в принципе не хотел к нему прикасаться, потому что я не любил хоррор-игры. Но вот как-то меня отталкивала такая мысль о том, что может вылезти какая-то ебака и довести меня до сердечного инсульта. Короче. Блять! Ебака огромная нахуй! Блять! Ебать! Ну, в общем-то, любопытство взяло меня вверх, и я прошел классические игры целиком. Кроме 4-й части, потому что я ненавижу замкнутые пространства. Начал я с 1-й части, и было это пиздец, как атмосферно. Вот как-то запомнилась мне игра своим культом, безумством, альтернативным миром, великолепным треком Акира Ямаоки. Очевидно, из этого следует то, что Silent Hill 1 стал лучшей для меня игрой на PS1. Ну а дальше я попробовал 2-ю часть, и это стало для меня самой лучшей игрой за всю серию Silent Hill. Что же в ней такого прекрасного, давайте посмотрим в сегодняшнем ролике про Silent Hill 2. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Итак, для начала я расскажу немного про сюжет, а потом перейдем к персонажам более детально. Сюжет игры начинается с того, что главный герой Джеймс Сандерленд получает письмо от своей покойной жены Мэри, которая просит его приехать в город Silent Hill. Джеймс приезжает и обнаруживает, что город окутан дымом и населен монстрами. По ходу сюжета Джеймс исследует город и встречает различных персонажей, которые помогают ему раскрыть тайну Silent Hill и узнать правду о смерти Мэри. Чувствуете этот запах? Какой-то вот прям банальщиной, что ли, воняет. Даже в 1-й части наблюдать за Гарри Мейсоном было как-то интереснее, потому что он находился в эпицентре непредвиденных событий. Но разница с предыдущей частью мы будем ощущать постепенно, и скрываться она будет в самих персонажах, о которых мы сейчас и поговорим. Но для начала давайте немножко отмотаем время и начнем с самого начала.
Итак, мы знакомимся с Джеймсом Сандерлендом. Он получает письмо от своей умершей жены 3 года назад, в котором говорится, что она не умерла и ждет его в их особом местечке. Джеймс останавливается около туалета на дороге, умывается и пристально смотрит в зеркало. Позже, когда он из него выходит, он раздумывает, действительно Мэри может его ждать в их особом местечке. Далее, уже пешком, он направляется в город, где по сути натыкается на кладбище. Там он натыкается на девушку Анджелу Ороску, которая в это время осматривала могилы. Анджела предупреждает Джеймса о том, чтобы он не ходил в город, но Джеймс ослушивается и добирается до главной дороги. После того, как Джеймс добирается до главной дороги, он замечает в одной из трущоб, что город начинает кишить монстрами. Так как Джеймс не знает точного места, где его жена может быть, он направляется по зацепкам в парк Роузвотер. И так как все пути были перекрыты заборами, Джеймс пробирается в заброшенный отель, где впервые встречает Эдди Тамбовски. По пути мы встретим пирамидоголового, стоящего по ту сторону решетки. В длинном холле, чтобы пробраться в одну из комнат, Джеймс попытается достать рукой до ключа, но девочка, появившаяся из ниоткуда, выпнет у нас из рук ключ и убежит насмешливо. Ею окажется Лора, которая откуда-то знает нашу покойную Мэри. Когда Джеймс добирается до парка Роузвотер, он наткнется на какую-то девушку, крайне похожую на его мертвую жену. Ею окажется Мария. Ну типа поняли, да? Мэри, Мария... Похоже же, да? Ну как 2 капли воды. Ну вы чё, блин? Джеймс вспоминает, что он с Мэри когда-то отдыхал в другом отеле, Лейквью, и парочка решает пойти вместе, ибо негоже барышню одну оставлять с монстрами наедине. Хоть она и бабочка... Но по пути в отель они заходят в боулинг-клуб Питсбол... Рама... Бол... Питс... О... Фу, блять. Где Джеймс натыкается на Лору и Эдди. Так как Джеймс и Мария беспокоятся за безопасность Лоры, монстры же ходят вокруг как бы... Они следуют за девочкой в госпиталь Брукхейвен. Интересно, что 2 лося взрослых не могут поймать одну девочку, хотя Мария вообще находилась прямо у входа в здание. В госпитале Мария начинает чувствовать себя плохо, и она говорит, что ей нужно передохнуть. Позже Джеймс все же находит Лору в одном из кабинетов, и когда они начали возвращаться, Лора вспоминает, что забыла письмо Мэри в том самом кабинете. Когда Джеймс заходит в комнату, Лора запирает его вместе с монстром в палате, за то, что тот назвал ее лгуньей в их разговоре о Мэри. Немного позже вся госпиталь начинает превращаться в потусторонний мир, и Джеймс находит Марию, вместе они пытаются выбраться из этого места. В один момент позади них возникает пирамидоголовый, и Джеймс и Мария пытаются бежать по узким коридорам до лифта. Но Мария, к сожалению, не успевает добежать до выхода, и пирамидоголовый убивает ее. Опечаленный ее смертью, Джеймс... Что бы вы думали? Правильно, он продолжает искать Мэри. А я кто, блядь? Я шутка нахуй для тебя? Выйдя из госпиталя, в городе наступила ночь, и Джеймс находит ключ от исторического общества Silent Hill, откуда узнает, что на карте можно попасть в отель Лейквью. Однако сквозь странные ходы и отверстия он попадает в тюрьму Толока. В тюремном кафе он обнаруживает Эдди, который вновь убил человека и уже вооружен револьвером. Джеймс пытается убедить Эдди, что убивать людей нельзя из-за насмешек, но Эдди не слушает его. Исследуя тюрьму дальше, Джеймс внезапно находит Марию, сидящую по ту сторону решетки, целую и невредимую. Мария, соблазняя Джеймса, говорит ему, чтобы он забрал ее оттуда, проникнув в камеру к ней. Странность Марии проявляется в ее характере, который вдруг стал слишком легок и соблазнительно, любовно, сексуально. Короче, она трахнуть его хочет. По пути к Марии Джеймс слышит крики около одной из дверей и находит там Анджелу и монстра абстрактного папочку, который нападает на Анджелу. В ходе битвы Джеймс ранит абстрактного папочку, а Анджела добивает его телевизором. Позже Анджела говорит Джеймсу о том, что он лжет и просто не хочет больше находиться со своей женой. Вопрос в том, как Анджела может утверждать, что Джеймсу не нужна Мэри, мне не совсем понятно, ведь он приехал в город именно за ней. Единственное, что на это могло хоть как-то намекать, это встреча с Марией.
Но при этом ни Мария, ни Анджел нигде не пересекались вместе. В общем, по приходу Джеймса в камеру, он находит, что Мария снова умерла, лежа на кровати. После этого игроку приходится много прыгать по большим дыркам. И далее мы находим Эдди, который в очередной раз убил какого-то человека. В этот раз у Эдди окончательно едет кукуха, и он нападает на Джеймса. В битве Джеймс побеждает Эдди, и тот умирает в морозильной камере. Далее Джеймс выходит на пирс, садится в лодку и добирается на небольшой островок в отель Лейквью. В отеле Джеймс встречает Лору, и в ходе разговора она отдает ему письмо. То самое, которое Мэри написала специально для Лоры. В письме говорится, что Мэри и Лора подружились год назад, и она хотела бы удочерить ее, но из-за болезни у нее не получится это сделать. В конце письма она просит Лору, чтобы она подружилась с Джеймсом, несмотря на то, что он принес ей много боли. Из письма мы узнаем, что оно было написано год назад, а Джеймс говорил, что она умерла 3 года назад. Значит, мы делаем вывод, что Мэри не могла умереть 3 года назад. В отеле Джеймс находит старую видеокассету, пробирается в номер 312, где они и отдыхали, и просматривает содержимое записи. В видео Джеймс душит подушкой Мэри. После просмотра Джеймс сидит в ступоре и осознает свою вину. В комнату входит Лора и спрашивает Джеймса, не нашел ли он Мэри. Джеймс рассказывает всю правду Лоре о том, что именно он убил свою жену. Лора не выдерживает, кричит на него, бьет за то, что он солгал ей о Мэри. Позже она выбегает из комнаты, и Джеймс направляется за ней. По пути на лестничной площадке мы находим Анджелу. Здание загорается, и вместе они разговаривают напоследок в последний раз. Анджела поднимается по лестнице, где сильно разгорается огонь. Позже по пути Джеймс находит привязанную Марию и 2 пирамидоголовых. На глазах Джеймса снова убивают Марию, и Джеймс впадает в отчаяние. Ему приходит осознание, что пирамидоголовые – это часть Джеймса, подсознательно созданные для того, чтобы наказать Джеймса за его грехи. И больше Джеймс убегать не собирается и даст отпор пирамидоголовым. Бой заканчивается тем, что пирамидоголовые протыкают друг друга копьями. После продолжительного пути к маяку, Джеймс в конце встречает девушку, очень похожую на Мэри. И тут начинается финальный бой. Игра на этом заканчивается. У игры несколько концовок. Перечислять все концовки я не буду, лишь расскажу про одну, которая хорошо заканчивается. Именно, кстати, на эту концовку я и вышел в конце игры. Мэри зачитывает письмо, написанное Лоре, в то время как Лора и Джеймс вместе покидают этот город, проходя через кладбище в начале игры. Предполагая, что Джеймс таким образом удочерил Лору, как того хотела его покойная жена Мэри. Теперь давайте подытожим. Арка Джеймса с начала игры кажется довольно банальной. Типа какой-то мужик приезжает в город, ищет свою жену и узнает потом, что он, оказывается, убил ее когда-то там. Тут важно акцентировать внимание на самой подаче. Очень интересно наблюдать за тем, как сам город всячески ему напоминает какие-то детали о Мэри. Например, в отеле, когда мы подбираем фонарик с куклы, подозрительно похожее на платье его мертвой жены. Или, например, труп какого-то чувака, сидящего прямо перед телевизором, подозрительно напоминающего Джеймса. И в игре таких деталей довольно полно. Сам город как бы всячески преподносит такие детали, что в один момент начинаешь задумываться, а действительно ли мы играем за хорошего персонажа? Не все ли так однозначно, как мы думаем? Поймите одну такую вещь.
Сам город весь строится на том, чтобы наказать Джеймса. Наказать его за то, что именно он убил свою жену. Да и сам Джеймс в середине игры прямо говорит, что хочет, чтобы его наказали. Сам город знакомит нас с Марией, новым персонажем, подозрительно похожим на умершую жену Джеймса. Я думаю, что сам город создал ее, чтобы она всячески напоминала Джеймсу о его жене. Но согласитесь, сходство почти стопроцентное, и даже сам Джеймс спутал поначалу Марию с Мэри. Mary? No, you're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are My different. name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Что ж, к Марии мы еще успеем вернуться, а сейчас давайте поговорим про Анджелу. Сюжетная арка Анджелы тоже по-своему проста, но я считаю ее незаслуженно обделенной. Для начала я расскажу небольшую предысторию, которая охватывает события до прибытия Анджелы в Silent Hill. Анджела жила в бедной семье, с отцом-алкоголиком и насильником. С раннего детства она подвергалась пыткам и насилию от своего отца и брата, из-за чего получила как эмоциональные травмы, так и физические. Каждый день для Анджелы была словно пытка, и это вылилось в депрессивное суицидальное расстройство. Комплекс этих расстройств вылилось во враждебность к мужчинам. Мать Анджелы также часто критиковала ее, говоря, что она заслуживает подобное обращение, а также она прекрасно знала о пытках со стороны отца, но не вмешивалась в них. Через какое-то время мать Анджелы покинула семью, оставив на растерзание свою дочь отцу и брату. И вот в очередной день Анджела взяла кухонный нож и в гневе ударила своего отца, перерезав ему горло, и нанесла несколько ударов в живот. Также она убила и своего брата. После этого Анджела сбежала из дома. Будучи в смятении, не знав куда податься, она услышала зов Silent Hill и отправилась туда, чтобы найти свою пропавшую мать. Впервые Анджелу мы встречаем на кладбище в начале игры. Она осматривает могилы, видимо для того, чтобы найти могилу своей матери. Она предупреждает Джеймса о том, что лучше не стоит идти в этот город, так как там происходит что-то довольно странное. Анджела говорит о том, что ищет свою мать, которую уже давно не видела, и думает, что также здесь был ее отец и брат, которых она также не может найти. Но мы-то с вами знаем то, что они уже мертвы. Позже мы встречаем Анджелу, лежащей на полу в гостинице Blue Creek. Она лежит на полу, держа в руке нож, уставшая и размышляющая о самоубийстве. Из-за разговора с Джеймсом Анджела узнает то, что жена Джеймса пропала год назад, и он показывает ей фото своей жены. Анджела говорит, что собирается продолжить поиски своей матери и просит Джеймса оставить ее нож у себя, так как она не уверена, что может с собой сделать что-то плохое. Когда Джеймс соглашается и начинает протягивать руку, Анджела резко поворачивает нож острым углом на Джеймса, будто бы защищаясь. Она просит у него прощения, оставляет нож на тумбочке и уходит. Позже мы встречаем Анджелу уже по пути в лабиринте. Войдя в комнату, Анджела сидит рядом с монстром, будучи невменяемой и не понимающей нынешнюю ситуацию. Вся комната была обволочена будто чьей-то кожей с дырами в стенах. Монстр, с которым рядом была Анджела, был абстрактной папочка. Как понятно из названия, это монструозная версия ее отца. Если присмотреться на дизайн монстра, здесь можно увидеть эдакий символизм. Две фигуры, изображающие половой акт, одна из которых большая и мускулистая, что является либо ее отцом, либо братом, и фигура поменьше. Нижняя фигура кричит в муках, а ее рот напоминает женское влагалище. Эти аспекты представляют собой сексуальное насилие Анджелы. После того, как Джеймс одолел монстра, Анджела в гневе начала пинать его и добивает его, бросив в него телевизор.
После этого Анджеле становится плохо. Джеймс пытается ее успокоить, но из-за психических расстройств она отталкивает его. И вдруг резко настроение Анджелы сменяется, и она начинает обвинять Джеймса во лжи, что он бросил свою мертвую жену ради другой женщины, и в спешке уходит из комнаты. В последний раз мы видим Анджелу уже на горящей лестнице. Она путает Джеймса с ее матерью, после чего говорит, что хотела бы, чтобы он не спасал ее от монстра, и просит не жалеть ее. Настроение Анджелы вновь резко меняется, спрашивая его, сможет ли Джеймс излечить ее боль. Джеймс молчит, и Анджела просит его вернуть ее нож, но Джеймс отказывается, и она начинает медленно подниматься по горящей лестнице. Джеймс не может пойти за ней, так как там жарко, словно в аду. Анджела отвечает ему: «Ты тоже это видишь? Для меня это всегда так», понимая, что для нее другого пути уже нет и не будет. На этом ее история заканчивается. И, мне очень жалко Анджелу. Она ни разу не заслужила такое отношение. Ей просто не повезло оказаться в такой жестокой семье. И результатом этого она отправилась в свой собственный ад, который подготовил для нее город. Что ж, теперь давайте перейдем к Эдди. Хоть мне и не хотелось его касаться, так как мне кажется его история банальна и посредственна, но тогда рассказ будет неполноценным, поэтому мне в любом случае придется его затронуть. С Эдди мы впервые знакомимся в гостинице Вудсайд, где встречаем парня не в лучшем свете сил. Он блюет в унитаз, попутно рассказывая нам, что это не он убил тот труп в холодильнике, и он тоже не местный в этом городе. Позже мы встречаем Эдди в боулинге Питсбол ладно, я заебал уже. Питсбол-Орама, где он смачно хавает пиццу и разговаривает с маленькой девочкой Лорой. Лора в разговоре с Эдди упоминает о том, что он, мягко говоря, имеет лишний вес, и Эдди на это реагирует вполне спокойно. Да, у Эдди с детства были проблемы с весом, и именно поэтому он зацикливается множество раз на этом во многих разговорах. Когда в боулинг приходит Джеймс, Лора убегает от него, и Джеймс предлагает Эдди пойти за ней, но тот отказывается, говоря, что такой толстяк вроде него будет только задерживать его. Позже мы встречаем Эдди в кафетерии тюрьмы Толука, где вновь видим, что Эдди снова убил какого-то человека и заявляет, что убить человека не так уж и сложно. Эдди пытается оправдаться перед Джеймсом, что этот человек сам напросился на это, и он смотрел на Эдди с насмешкой. Джеймс говорит, что нельзя так поступать, но Эдди врубает заднюю и говорит, что вообще нашел уже этот труп, когда только пришел сюда. С этого момента игрок уже начинает понимать, что Эдди сходит с ума. И финальным аккордом для Эдди начинается в тот момент, когда мы его встречаем в холодильной камере, где вновь Джеймс видит труп какого-то человека рядом с Эдди. Эдди начинает агрессивно рассказывать, что над ним издевались с детства, и он терпел это всю жизнь. И если теперь над ним будет хоть кто-нибудь потихаться, он убьет любого, кто встанет у него на пути. Эдди окончательно спятил, и Джеймс понимает, что это нужно остановить. Во время битвы Эдди говорит, что он застрелил собаку своего обидчика и прострелил ногу хозяина собаки. Но жестокость Эдди выразилась не в сочувствии или в злобу, а в веселье в содеянном. В итоге Эдди получает пулю и умирает в холодильной камере от руки Джеймса. Что можно сказать в итоге? История Эдди, как по мне, получилась не особо приметливой. Мы видели, как он постепенно на протяжении нашего пути начинал сходить с ума, и его образ обиженного мальчика, давшего ему небольшую власть, вылилось целое кровопролитие. Мы видели трупы каких-то людей, но даже вряд ли узнаем, кем они были все для Эдди. Теперь же давайте немного поговорим про Марию. Лично, как по мне, про нее сложно что-либо рассказать, потому что она является довольно загадочной личностью. Если же посмотреть на нее внешне, мы видим, что она довольно сильно похожа на Мэри. При этом она выглядит куда более сексуальнее, чем сама Мэри. Вообще в игре не рассказывается, откуда появилась Мария. Лишь известно, что в дополнении Born from a Wish она просто появляется, и все на этом. Кстати, это название Team Silent придумали не просто так. У него есть некий символизм. Если же разбирать более детально, то Born можно перевести как «рождаться, родилась», что обозначает рождение Марии или личности Мэри в этом городе.
а wish как желание, то есть по желанию Джеймса. Отсюда и название Born from a Wish, рожденное по желанию Джеймса. И в совокупности, где-то подсознательно, Джеймс хотел вернуть Мэри или другую ее сторону или личность, которая могла бы вернуть его любимую жену или стать новой супругой, намекая таким образом на одну из концовок Silent Hill 2. И это я немного отошел от темы, теперь можно дальше рассказывать. Она ничего не помнит и размышляет над тем, что же ей делать дальше. Вооружившись револьвером, она хочет узнать, остался ли кто-нибудь еще в городе. По пути она натыкается на особняк Болдуинов. В особняке она встречает хозяина Эрнеста Болдуина, хотя и не видит его в лицо, ибо их разговор проходит по ту сторону двери. Эрнест просит Марию найти для него белую жидкость в отеле Blue Creek, чтобы вернуть к жизни свою дочь Эми. И вот тут давайте я немного отойду от рассказа. Да, я знаю, можете сколько угодно шутить, что это сперма там и все такое, но на самом деле в оригинальной Silent Hill 2 белая жидкость появлялась при повторном прохождении игры, и вместе с жидкостью в игре нужно было собрать еще и амулет и 2 книги для воскрешения умерших людей. Таким образом, Джеймс смог бы обмануть смерть и вернуть свою любимую жену Мэри к жизни. Но нам так и не станет известно происхождение этой белой жидкости и ее предназначение в итоге. И да, я знаю, что это звучит как нечто бредовое, но давайте не забывать, что и в первом Silent Hill Далия Гиллеспи пыталась реинкарнировать Алессу и создать из нее бога в человеческом обличии. Так что это своего рода и отсылка к первой части, и одна из концовок Silent Hill 2. Мария соглашается и направляется в отель. Отыскав белую жидкость, Эрнест начинает рассказывать подробнее о ней самой и рассказывает про... Кого бы вы думали? О Джеймсе Сандерленде. Эрнест говорит, что Джеймс плохой человек, и что он ищет ее, которая не она. Здесь довольно сложно понять, о чем речь. Я предполагаю, что Эрнест имел в виду Мэри, так как они обе похожи друг на друга. Рассказ Эрнеста про Джеймса открыли некоторые воспоминания у Марии, и она решается открыть дверь, но по ту сторону не было никого, и скорее всего Мария общалась все это время с призраком. После этого Мария покидает замок, достает револьвер и направляет его к голове, размышляя о самоубийстве. Но в последний момент она не решается это сделать и бросает оружие в стену. В итоге Мария решается встретиться с Джеймсом и направляется в парк Роузвотер. Итак, я вам рассказал предысторию до того, что случалось в основной игре. Основные события я в принципе уже рассказал в арке Джеймса, поэтому здесь мы, наверное, немного поговорим про саму Марию. Мария для меня является довольно загадочной личностью. О ней мало что известно, но при этом у нее нет каких-либо темных умыслов. Она в разговорах с Джеймсом довольно легка в общении, иногда кокетничает с ним, а иногда заботится и о других, например, за ту же Лору. Но в других ситуациях может проявить слабость и несдержанность к Джеймсу. Ее легко можно понять в тот момент, когда Джеймс бросил ее одну в больнице среди множества чудовищ. Изменение в ее характере скорее сопровождается тем, что 2 личности не могут поделиться между Мэри и Марией. В общем, это все, что я могу рассказать про Марию. Также в игре есть девочка Лора, с которой мы знакомимся на прохождении нашего пути, и если кратко о ней, то я вижу ее лично как эдакий мостик между Джеймсом и Мэри. Изначально мы встречаем Лору в отеле Вудсайд. Она выбивает из наших рук ключ для комнаты в гостинице и в тот же час убегает. Позже мы встретим ее рядом со стеной, разрисованной в граффити, где даст нам намек о Мэри. Позже мы увидим ее рядом с Эдди в Пиц Бол Орама, где она вновь убежит от нас. Для игрока не совсем понятен будет этот момент, почему она всячески избегает Джеймса, но ответ довольно прост. И оно раскроется в письме Мэри. Позже мы встретим ее в госпитале Брукхейвен, где она будет играться с плюшевой мишкой. И когда мы ее встретим, Джеймс обвинит ее во лжи, что она не имеет никаких связей с Мэри. Затем, конечно, Джеймс извинится за то, что немного вспылил, ну а Лора вспомнит, что оставила письмо от Мэри в кабинете. Когда Джеймс входит в комнату, Лора запирает его с монстром в обиду из-за сказанных ей слов. Далее мы встретим Лору уже около отеля Lakeview, где она напугает Джеймса ударом по клавишам от пианино.
Did I scare you? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Она говорит, что устала от беготни по городу, а затем показывает ему настоящее письмо, подтверждающее, что действительно дружила с Мэри, а письмо она взяла из шкафчика медсестры в госпитале. И как мы понимаем из письма, Лори исполнилось 8 на прошлой неделе, а значит Мэри не могла умереть 3 года назад. И придя номер в 312, мы узнаем всю правду. И вот здесь я резко остановлюсь и скажу, что я уже все это рассказывал в арке Джеймса, поэтому повторяться по 2 раза не вижу смысла. Единственное, я лишь расскажу только то, что происходило с Лорой в одной из концовок, ибо дальше она больше нигде не появлялась. Лора и Джеймс вместе покидают этот город, проходя через кладбище в начале игры. Видимо, предполагается, что Джеймс все же удочерил Лору, как того хотела его покойная жена Мэри. Ну что же, о персонажах мы уже практически полностью все разобрали и изучили. Думаю, теперь мы можем плавно перейти к геймплею. Если же сравнивать игру с первой частью, она претерпела изменений как в графическом, так и в геймплейном плане. Графика в игре особенно похорошела, особый акцент сделали на лицевую анимацию. Посмотрите, как плавно и реалистично лица персонажей показываются нам, какой спектр эмоций они проявляют. Даже по сей день во многих играх такие банальные вещи просто даже применить не могут. В плане геймплея она осталась такой же неудобной, как и первая часть. Вы наверняка знаете эти неудобные развороты в разные стороны, будто персонаж крутится на месте. Вообще это пошло начиная с Resident Evil. Вот только в резиках персонажи поворачиваются куда быстрее, нежели в Silent Hill. Благо, начиная со второй части, мы можем наконец управлять персонажем именно по направлению на стрелках. Ибо я бы вырубил уже игру после 5 минут такого насилия. Но все же оно не идеально. Персонаж, как это часто бывает, при резких поворотах камеры начинает впиваться в стены. Что вроде не особо портит впечатление, но все же. Также хочу поговорить про камеру в игре. Пусть меня закидают тухлыми помидорами, но во всех Silent Hill'ах, я имею в виду классические, камеры просто ущербные. Они максимально неудобные, вечно разворачиваются не в нужную мне сторону, и мне каждый раз приходится удерживать кнопку разворота камеры в ту сторону, куда движется персонаж, и это бесит. Но если еще затрагиваем минусы игры, я хочу поругаться насчет головоломок в игре. Дело в том, что в самой игре они построены так, что абсолютно ни хрена не поймешь, что нужно делать. Вот вам один из примеров. Есть гостиница, в котором есть длинный холл и множество дверей. И вот мы находим мусоропровод, в который нам нужно что-то бросить, чтобы поднять предмет с другой стороны. Логичней было бы предположить, что нужно сбросить что-то тяжелое, например, кирпич там или мешок с мусором. Но нет. Оказывается, нужно поднять с первого этажа банки с персиками, вернуться к мусоропроводу и сбросить их туда. Чего? Че это за логика такая? Как можно было вообще до этого догадаться? Или вот вам другой пример. В госпитале Брукхейвен в одной из комнат мы находим дыру в комнате, в которой есть ключ от палаты. Из найденных предметов мы находим чьи-то волосы и иголку. Окей, я было подумал, что волосы нужны для той головоломки с 3 предметами у лифта, ибо мы как бы собираем женщину на картинке, и по ходу дела мы найдем какую-нибудь веревку или нитку для иголки, но нет. Эти волосы мы объединяем с погнутой иголкой для того, чтобы вытащить оттуда ключи. Ну согласитесь, звучит даже бредово. Типа, камон, ребят, у вас же больница. Тут наверняка должен быть какой-нибудь жгут или нитка для зашивания серьезных травм у людей. Логичнее было бы найти что-то подобное. На память еще вспоминается одна головоломка, которая была не совсем понятна для меня. Суть в том, что Джеймс, когда прыгает в бездонную яму, мы оказываемся в колодце, из которого нам надо выбраться. Дело в том, что окружение очень хорошо сливается с тем бетонным блоком, из которого нам не выбраться. И тут приходилось буквально наугад тыкаться палкой об стены, чтобы выяснить, где же находится та самая поломанная стена. Это, конечно, не так критично, как могло бы показаться, но можно же было хотя бы оставить одну трещинку там на стене, чтобы знать, где можно было бы сломать стену. В общем, я просто хочу подытожить, что головоломки в этой игре безбожно устарели.
Да, возможно, в те времена, когда у людей было больше времени, они могли часами тупить над одной головоломкой, но в нынешнее время это лишь отнимает наши часы, и простой человек полезет в интернет за гайдом, как я собственно и поступил. Насчет боевки в игре, она не сильно поменялась с первой части. У нас в арсенале имеется как оружие ближнего боя, так и дальнего. Насчет оружия ближнего боя, я не особо его использовал, только в начале игры, когда оно там нужно было. Честно говоря, мне в принципе не нравится драться с какой-нибудь трубой против врагов, ибо Джеймс бьет довольно медленно и топорно. Ну а если еще после победы подобрать оружие пирамидоголового, то... Ну, вы сами видите. Куда более эффективнее показывают себя пистолет и дробовик. Патроны к пистолету вы найдете с легкостью, они разбросаны по каждым углам. Главное, обращайте внимание на голову Джеймса, куда он ее поворачивает, и тогда будет проще находить хилки и патроны. А вот обоймы для дробовика придется попотеть поискать. Они вполне могут находиться как в сейфе, для которого вам нужно будет искать подсказку, либо же в каких-нибудь комнатах, где они также могут быть разбросаны. Как по мне, боевка в игре довольно приятная, но хотелось бы побольше подвижности от Джеймса, ибо когда он стреляет, вы не можете двигаться, пока он не выстрелит во врага. Насчет багов в игре, я их практически не увидел, скорее всего из-за того, что я играл в более допиленную версию фанатами, нежели оригинал, но парочку я все же обнаружил. Первый так нехило меня напугал, это баг с тенями в отеле. Когда мы туда пробираемся, выглядит это так, будто тень Джеймса отделена от него самого, что нагоняет жути. Второе, это скорее недоработка, но я уперся просто в невидимую стену, когда перебирался на лодке в отель Толука. Персонаж просто гребет веслами, но при этом сама лодка не движется вперед. Еще дополню к недоработке баг с неподбором карты в отеле Толука. Ибо если бы я не смог под определенным углом подобрать карту, я не прошел бы игру, и мне пришлось бы заново проходить всю игру полностью. Ну а третий, я тут лучше вообще без комментариев. Также хочу закинуть пару слов о звуковом сопровождении. Игра настолько пытается вклинить какие-либо звуки страшные, что в некоторые моменты начинаешь шугаться от них. Например, в начале игры, когда мы пробираемся к кладбищу, мы слышим, как где-то позади нас волки пробегают, и создается ощущение, будто бы волк где-то позади тебя и держит тебя в напряжении. Или же, например, звуки врагов. Просто послушайте, какие неприятные звуки они издают. Ну, в общем-то, я все рассказал, лишь задену музыку напоследок. Музыка в игре получилась максимально атмосферная. В этот раз Акира Ямаока решил не использовать напряженную музыку, как в первой части, а решил сосредоточиться на более легком эмбиенте. И ему прекрасно удалось передать то чувство грусти, безнадёги и депрессии от происходящего. Считаю, что в этот раз Акира смог сам себя переплюнуть и выпустил просто шикарный альбом, который даже по сей день люди переслушивают и будут переслушивать еще много раз. Как итог, я могу сказать одно: Silent Hill 2 — это классика. Эта игра опередила свое время. Она задала тренд, который люди обсуждают даже по сей день. Да, игре, конечно же, не хватает каких-то доработанных мелочей, но даже так, это ни разу вам не помешает поиграть в эту замечательную игру. Я же от себя советую всем поиграть в этот шедевр.
Я уверяю, вам запомнятся эти персонажи, их истории, их чувства, их переживания, которые передали нам Team Silent. Кстати, в этом году нам анонсировали ремейк Silent Hill 2, и я быстро и кратко выскажу свое мнение по трейлеру. В целом, мне все понравилось, но мне не внушает доверия сама студия. Bloober Team была известна по своей серии игр Layers of Fear и Xbox эксклюзиву The Medium. Мне Medium не особо вкатил, я поиграл в него немного и как-то не зацепил меня концепция двух миров в реал-тайме. Но говорят, с Silent Hill все будет по-другому. У игры даже есть свой патент на технологию двух реальностей, как в Медиуме. Графику в игре поднимут до небывалого качества, а внутренние механики переработают под современный лад. Старички Акира Ямаока и Масахиро Ито, если кто не знает, это дизайнер, также вернутся к работе над ремейком. Конечно, можно радоваться за такую проделанную работу, но вопросы у меня лично также имеются. По непонятной причине Джеймс в ремейке выглядит куда более старее, нежели в оригинале. Типа, зачем? В одном из интервью Масахиро Ито оправдывает это техническими ограничениями PS2 того времени. Но что-то это как-то не вяжется с тем, что в том же Resident Evil 4 были вполне старые персонажи, и кожа у них была вполне нормально затемнена. Также Масахиро Ито оправдывает повышение возраста тем, что фанаты стали старше, и видите ли, Джеймс в более зрелом возрасте куда лучше можно показать, как он настрадался в своей жизни. Глупое оправдание, как по мне, ведь возраст никак не может показать страдания человека в жизни. Посмотрите на Джеймса в оригинале. Разве по его лицу не видно веки под глазами? Его цвет кожи куда более бледный, и выглядит он в целом как человек, который страдает уже долгое время. Эти вещи и подчеркивают в нем ту депрессию, которую он переживает. Но и также мне показалось, что сам трейлер был излишне эмоционален. Ведь если посмотреть на оригинал, все персонажи ведут себя довольно спокойно. Типа, к чему все это? Я думаю, тут разница в менталитете. Bloober Team это польская компания, а Team Silent это японская. У них разное видение на игру. Bloober Team видит в игре обычный психологический survival horror, как в то время японцы видели survival horror, но с куда более глубоким сюжетом и деталями. Я боюсь, что Bloober Team не смогут передать те же самые детали, которые были в оригинале. Ведь многое приходилось додумывать в игре, и все было взаимосвязано. Но я буду только рад ошибиться, если все же Bloober Team смогут понять и передать нам те же чувства и эмоции, которые передали нам Team Silent. Ну а я на сегодня буду уже заканчивать. Я просто уже устал делать этот обзор, я вымотан как физически, так и морально. Большое спасибо всем тем, кто посмотрит этот ролик. Если вы здесь впервые, не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, поставить лайк и подписаться на мои другие соцсети. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, там всегда все самое свежее. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.